Мир на грани срыва. Иран и США обменялись ударами. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения. На границе Израиля и Ливана затишье. Долго ли продержится соглашение о перемирии, подписанное в Вашингтоне? Жертв самого разрушительного землетрясения за 100 лет в Венесуэле почти 1000. Спасательные операции не прекращаются даже ночью. В страну продолжают приезжать спасатели со всего мира. Чудеса возможны. Из-под завалов в Венесуэле удалось спасти новорожденного и 4-летнего ребенка. Украинские ракеты «Фламинго» ударили по заводу в Волгограде, где производят компоненты к орешнику. Бензиновый кризис в России охватил уже почти всю страну, а интерес россиян к теме топлива достиг максимума за последние годы. Европа страдает от жары, рекордные температуры добрались до Чехии. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран нанес удары по объектам, связанным с американскими силами, назвав это ответом на недавнюю атаку США. В Министерстве иностранных дел страны подчеркнули, что действовали в рамках права на самооборону, предусмотренного статьей 51 Устава ООН. В Тегеране также обвинили Вашингтон в нарушении международного права и соглашения о прекращении боевых действий, однако не уточнили, по каким именно объектам были нанесены ответные удары. Министерство иностранных дел в своем заявлении осудило то, что назвало явным нарушением Соединенными Штатами Исламабадского меморандума о взаимопонимании, и заявило: «Мы будем всеми силами защищать суверенитет, безопасность и национальные интересы страны». В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что оборонительные удары мощных вооруженных сил Ирана по объектам, связанным с американскими силами-агрессорами, были нанесены именно на этом основании. Ведомство добавило, что ответственность за последствия сложившейся ситуации лежит на агрессивном американском режиме, нарушившем соглашение, а также на его сообщниках. Министерство иностранных дел назвало авиаудары США по нескольким объектам на южном побережье Ирана, нанесенные вечером в пятницу, варварскими и грубым нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН, а также прямым нарушением первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению навязанной войны. Также сегодня в Ормузском проливе неизвестный снаряд попал в танкер, повредив капитанский мостик. Все члены экипажа остались живы. Утечки нефти или другого ущерба окружающей среде не зафиксировано. А Бахрейн заявил, что ранним утром Иран атаковал территорию страны несколькими беспилотниками, назвав это грубым нарушением своего суверенитета и международного права. Тем временем Центральное командование США опубликовало кадры авиаударов, нанесенных накануне по территории Ирана. По данным американской стороны, целью операции стали склады с ракетами и беспилотниками, а также прибрежные радиолокационные станции. По данным американских СМИ, в операции участвовали 6 самолетов, которые атаковали 4 объекта. Сообщается, что как минимум 2 ракеты попали в район телебашни в городе Сирик на побережье Ормузского пролива. Иранские СМИ также сообщали об ударе в районе городского порта, однако утверждают, что порт продолжает работать в обычном режиме. США заявили, что нанесли удары по Ирану в ответ на атаку коммерческого судна в Ормузском проливе днем ранее. После этого вице-президент Джей Ди Венс предупредил Тегеран, что любое насилие встретит силовой ответ. Иран подписал соглашение о прекращении огня. Мы его соблюдаем. Если у них есть разногласия по поводу применения меморандума о взаимопонимании, они могут позвонить. Но насилие будет встречено насилием. После подписания накануне рамочного соглашения в Вашингтоне ситуация на границе Израиля и Ливана в субботу оставалась спокойной, без сообщений о серьезных столкновениях. На кадрах со севера Израиля видно пограничное заграждение, военные позиции, танки и юг Ливана в дыму на горизонте, однако активных боев не наблюдалось. Соглашение было подписано при посредничестве США после переговоров о прекращении конфликта между Израилем и Хезболлой. Израиль заявил, что сохраняет возможность военного присутствия на юге Ливана при несоблюдении условий, а Ливан назвал договор шагом к восстановлению контроля над территорией. Несмотря на напряженную риторику, граница в первые сутки после сделки остается относительно спокойной. В Ливане разделились в оценках соглашения об отводе войск Израиля. Жители Южного Тира резко раскритиковали соглашение, подписанное в Вашингтоне, назвав его несправедливым и не решающим проблему, тогда как часть жителей Бейрута выразила осторожную надежду на стабилизацию ситуации. Я почувствовал стыд и позор, потому что речь идет примерно о 82 деревнях на юге, которые были разрушены или стерты с лица земли. Вы говорите о миллионе ливанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и оказались вне своей земли. О каком тогда соглашении вообще идет речь? И эти районы, которые называют экспериментальными и образцовыми. Сионистский враг, этот враг не понимает ничего, кроме языка сопротивления и силы.
Это соглашение неправильное, оно не решает ни одной проблемы. Если бы оно решало проблему, мы были бы за него. Израиль должен отступить и позволить урегулировать это так, как сочтут нужным. Мы на их стороне, а не против. Но они должны сказать Израилю уйти, прекратить огонь, пусть он сначала отступит, а затем ливанское правительство и Израиль могут делать все, что хотят, чтобы решить это, и нам станет спокойнее. Чего мы хотим? Разве мы не хотим, чтобы это было решено? Хотим, но не таким образом. Так это неправильно. Я поддерживаю все, что обеспечивает стабильность и безопасность в Ливане, возвращение перемещенных людей и восстановление. Мне не важно, каким способом или какими средствами это будет достигнуто, с какой стороны или каким путем это пришло. Для меня важен результат как для ливанского гражданина и, по сути, для большинства граждан, особенно на юге Ливана. То, что ливанское государство якобы согласовало, они согласовали что именно? Никто не знает, потому что это недействительные соглашения. Ни одна страна в мире не заключает соглашение о выводе оккупации таким образом, чтобы в итоге легитимировать эту оккупацию. То, что произошло вчера, не может быть принято ни одной религией, ни разумом, ни любым патриотически настроенным человеком с чувством национальной идентичности принять соглашение, которое фактически легитимизирует действия оккупации и продолжение авиаударов, обстрелов, убийств и разрушений в Ливане. Жители Северного Израиля скептически восприняли рамочное соглашение между Израилем и Ливаном. По их мнению, документ не гарантирует безопасности, пока вопрос разоружения Хезболлы остается нерешенным, а эффективность действий ливанской армии вызывает сомнения. Проблема не в ливанском народе. Как видите, еще 40 лет назад у нас были прекрасные отношения с этими людьми. Но нужно понимать, что все находится под контролем Хезболлы. Когда я говорю о контроле, я имею в виду образование, обеспечение людей, рабочие места. Сейчас их согнали в небольшой район здесь, и мы ждем, чтобы увидеть, как отреагирует ливанская армия. Те соглашения, о которых вы говорите, ничего не стоят. Израильтяне не могут ничего сделать с Хезболлой. Они наносят удары и бомбят, но уже долгое время ничего не меняется. Вы не можете заставить их исчезнуть, и они никогда не сдадутся. Тем более ливанцы. У них нет ни возможностей, ни желания. Они просто хотят, чтобы им не мешали жить. Но это не работает. В Венесуэле число жертв мощных землетрясений выросло до 920 человек. Еще 3360 получили ранения, более 50 тысяч числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы, однако шансы найти выживших стремительно уменьшаются. Наиболее серьезные разрушения пришлись на портовый город Ла-Гуайру. По словам волонтеров, спасательные работы осложняются острой нехваткой техники и оборудования. Во многих районах люди разбирают завалы вручную, без защитных перчаток и специальной техники. Среди тех, кто надеется найти родных живыми, Симон Медина, который вместе с родственниками разбирает обломки дома, где во время землетрясения находились его мать и младший брат. Я ищу своих родных, маму и младшего брата. Единственное, что я знаю, они были в квартире. Меня там не было. Мы пытаемся найти хоть что-то, понять, что произошло, найти хотя бы малейший след. Даже если удастся обнаружить только личные вещи или документы, уже хорошо. Мы продолжаем поиски. Когда все это произошло, я был в Найгуате. Я живу отдельно, в Найгуате. Там тоже ощущались толчки, но я не знал, что они были настолько сильными. Когда я приехал, увидел вот это. Очень страшно оказаться в такой ситуации, когда твои родные находятся внутри дома. На помощь Венесуэле начали прибывать международные спасательные миссии. Франция направила 85 сотрудников гражданской обороны. США отправили поисково-спасательные команды из Калифорнии и Вирджинии, а также выделили $150 миллионов помощи. Мексика, Панама и Коста-Рика направили спасателей, кинологов с собаками, врачей, инженеров и гуманитарные грузы. К спасательной операции присоединились специалисты из Сальвадора. Они обследуют разрушенные здания с помощью служебных собак, дронов, тепловизоров и акустического оборудования, способного улавливать голоса под обломками. Кроме поисковых работ, Сальвадор направил в Венесуэлу врачей, медсестер, парамедиков и медикаменты для пострадавших больниц. Мы разделили сальвадорскую команду на 7 групп. Все 7 работают одновременно. В этом здании задействовано кинологическое подразделение и группа операторов дронов. Мы также планируем усилить работу больниц. Для них уже направлены 9 тонн медикаментов, чтобы мы могли работать рука об руку с системой здравоохранения, поскольку в нашу миссию входят врачи, медсестры и парамедики. Наша цель — спасти жизни людей
которые могут оставаться под завалами, например, в зданиях позади нас. Нам сообщают, что на звонки по телефонам кто-то отвечает, что слышны плач детей и крики людей. Поэтому, чтобы все это проверить, мы используем все возможные средства. Методику оклик и прослушивания, тепловизоры, дроны и служебных собак, чтобы обнаружить тех, кто еще жив. 2 землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с разницей менее минуты и стали одними из самых разрушительных в истории страны за последние 100 лет. В пострадавшем от мощных землетрясений венесуэльском штате Ла-Гуайра спасатели за последние сутки вызволили из-под завалов нескольких детей. Один из них — новорожденный мальчик, которому всего 18 дней. Он оказался под завалами вместе с матерью Даяной Патиню. Женщина несколько часов не могла пошевелиться, прижимая ребенка к себе, пока волонтеры не услышали его плач. Младенца первым передали отцу, после чего из-под обломков извлекли и мать. Оба выжили и, по словам спасателей, не получили переломов. После эвакуации их доставили в клинику Каракаса, поскольку больницы Ла-Гуайры переполнены пострадавшими. Также удалось спасти 4-летнего мальчика, который более суток провел под обломками вместе с родителями в разрушенном 7-этажном доме. Спасатели обнаружили семью по голосам, а ребенок первым выбрался по специально проложенному проходу, сказав спасателям, что чувствует себя хорошо. В венесуэльском городе Карабальедо спасатели достали из-под завалов женщину, которая почти сутки провела под обломками после разрушительного землетрясения. Во время операции пострадавшая подсказывала спасателям, как безопаснее освободить ее ноги, зажатые бетонными конструкциями. Тяни меня, слышишь? Давай, тяни меня уже. Посмотрите, здесь между стеной есть пространство. Если вы проломите ту дверь, я смогу переставить ноги сюда. Видите? Видите, между стеной есть место? Просто проблема в том, что дверь при каждом движении зажимает мне ноги. Туда, держите там. После того, как женщину удалось спасти, ее сразу передали медикам. После разрушительных землетрясений сотни жителей Каракаса, оставшихся без жилья, разместили во временном убежище в парке Али-Примера. Здесь волонтеры раздают людям одежду, обувь, постельные принадлежности и предметы первой необходимости. По данным местных властей, в лагере уже находится более 300 человек. Волонтеры говорят, что запасов одежды и обуви достаточно, однако сейчас особенно нужны матрасы, простыни и средства гигиены. Одновременно в наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра продолжают отправлять гуманитарную помощь, а местные жители просят не прекращать поддержку. Мои дочери говорили мне: «Мама, увези нас отсюда». Когда они увидели, что все покидают свои дома, они поднялись выше. Я не хотела оставлять дом без присмотра, потому что преступники врывались в жилища. Ждали, пока люди уйдут, чтобы затем проникнуть внутрь и украсть их вещи. Тогда мой супруг, который работает на государственной службе, сказал мне поехать в лагерь вместе с дочерьми, потому что здесь они будут в большей безопасности, и дом не обрушится на нас. Мы получили все эти мешки с одеждой и обувью. Этого действительно достаточно, чтобы помочь людям. Но сейчас мы просим венесуэльцев приносить предметы первой необходимости: влажные салфетки, подгузники для детей и взрослых, туристические коврики и простыни, потому что ночью людей нужно укрывать от холода и дождя. Нас ждут долгие дни. Это только начало. Я также вижу в социальных сетях, что у нас уже достаточно продуктов питания. Но помощь нужна не на один день, а на многие дни вперед. Поэтому давайте сохранять спокойствие и действовать разумно. Сейчас особенно необходимы предметы первой необходимости и средства гигиены. Мы очень благодарны. О нас действительно хорошо заботятся. Спасибо всем странам, которые откликнулись. Штату Сулия, Колумбии и всем остальным. Здесь нам не хватает только тепла. Мы мерзнем, но это естественно. То, через что мы проходим, совсем нелегко. Ла-Гуайра была городом, и сейчас мы просим о поддержке, просим людей присоединиться, потому что нужно разбирать завалы. Под ними все еще остаются живые люди. Мы здесь, и нам ни на что жаловаться. В пострадавшем от разрушительных землетрясений в венесуэльском штате Ла-Гуайра зафиксированы случаи разграбления магазинов и складов. В городе Кати-Ламар люди выносили продукты, питьевую воду и одежду из поврежденных торговых помещений. По сообщениям очевидцев, полиция в основном вмешивалась, когда пытались похитить дорогостоящее имущество или детали автомобилей,
однако не препятствовала людям, забиравшим предметы первой необходимости. В ответ на ситуацию исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила о вводе военных подразделений в Ла-Гуайру. По ее словам, это необходимо для обеспечения порядка, проведения спасательных работ и распределения гуманитарной помощи. В регион уже доставили около 3000 тонн продовольствия. В российском Волгограде в ночь на 27 июня под ракетный удар попал завод «Титан Баррикады». По данным российских властей, после атаки возник пожар, погиб один сотрудник предприятия, еще 11 человек получили ранения. Удар нанесли украинскими крылатыми ракетами «Фламинго». Завод «Титан Баррикады» производит артиллерийскую и ракетную технику, а также, по данным украинской разведки, разработал пусковую установку для ракетного комплекса «Орешник». Комплекс «Орешник» Россия уже использовала во время полномасштабной войны против Украины, впервые в ноябре 2024 года по Днепру, а затем в 2026 году по Львовской и Киевской областям. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар, заявив, что ракеты «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» и показал момент их запуска. Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины, законная цель для наших дальнобойных ударов. Сегодня ночью ракеты ФП-5 «Фламинго» успешно поразили предприятие «Титан Баррикады» в Волгограде. Это крупный промышленный комплекс, где противник производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок, используемых для ударов по нашим людям. Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. Благодарю воинов наших сил обороны за точность. География украинских дальнобойных ударов постоянно расширяется, и именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы в конечном итоге наступил достойный мир. Благодарю каждого украинского инженера и каждого воина, которые обеспечивают наши дальнобойные возможности. Слава Украине! Топливный кризис в России охватил уже почти всю страну. По данным издания «Верстка», перебои с бензином и дизелем зафиксированы в 78 регионах, а также в оккупированном Крыму. В 29 субъектах власти официально ввели ограничения на продажу топлива. Как сообщает телеграм-канал «Фортанга», АЗС в Республике Ингушетия начали останавливать работу и вводить талоны на топливо. Сообщается, что лишь в 4 регионах – Чечне, Калмыкии, на Чукотке и в Ненецком автономном округе – не поступало массовых сообщений о дефиците. При этом жители этих регионов также жалуются на резкий рост цен. Анализ поисковых запросов показывает, что интерес россиян к теме топлива достиг максимума за последние годы. Наиболее острая ситуация проявляется в центральных, приволжских и южных регионах, где жители в десятки раз чаще ищут информацию о бензине. Кризис с топливом в России связан с украинскими ударами по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и нарушением работы ряда НПЗ. Президент США Дональд Трамп получил доклад Комиссии по религиозной свободе, в котором обозначены ключевые угрозы свободе вероисповедания и предложены меры ее усиления, сообщили в Белом доме. Документ, представленный в овальном кабинете в присутствии религиозных лидеров, указывает на возможные ограничения религиозного выражения в государственных учреждениях, давление на религиозные школы и организации, а также споры вокруг участия верующих в сферах образования, медицины и армии. Отдельно подчеркивается необходимость защиты религиозных работников и их право действовать в соответствии с убеждениями. Комиссия была создана при Министерстве юстиции в мае прошлого года для анализа таких рисков и подготовки рекомендаций. Трамп заявил, что его администрация продолжит работу по защите религиозных свобод. В мае прошлого года я учредил президентскую комиссию по религиозной свободе, чтобы определить угрозы свободному исповеданию религии в нашей стране и подготовить рекомендации для действий. Америка была основана людьми веры и была заселена как убежище для религиозной свободы. Это очень важно, и поскольку мы готовимся отметить 250-летие основания нашей страны на следующей неделе, совершенно уместно, что мы работаем над укреплением этого фундаментального права и, по сути, обеспечением свободы для будущих поколений. Мы хотим религиозную свободу. Мы хотим свободу, но мы также хотим религиозную свободу. Мы внимательно изучим этот доклад, который сегодня представлен мне как президенту, и моя администрация продолжит работу с, по сути, опорами защиты религиозной свободы для всех американцев, и это также должно оставаться одной нацией под Богом. Мы никогда не позволим украсть эту фразу у нас. Знаете, люди пытаются ее украсть. Это доклад, который только что был мне представлен группой. Красивый. И вы все получите его копию в течение дня. И увидите, что это довольно серьезный доклад.
В нем много очень важных вещей, касающихся религии, а также некоторых других тем. Но он действительно важный. Более 100 католических епископов, священников и монахинь приняли участие в крестном шествии и мессе на границе США и Мексики, призвав американские власти обеспечить более гуманные отношения к мигрантам. Мероприятие прошло в Ногалесе, в штате Аризона, и на мексиканской стороне, в штате Сонора. После мессы участники прошли процессии через пограничный переход и вместе с верующими с обеих сторон читали молитвы. Католические лидеры заявили, что условия содержания мигрантов и длительное ожидание решений по их делам вызывают страдания, а церковь должна играть более активную роль в оказании помощи и защите их прав. Отдельно они указали на нехватку доступа к пастырской поддержке в местах содержания мигрантов. Рекордная жара накрыла сразу несколько стран Европы, включая Францию, Германию, Польшу и Украину, где температура местами превысила 40 градусов, вызвав перебои в работе инфраструктуры и рост числа обращений к медикам. Во Франции власти ввели ограничения на распитие алкоголя в общественных местах на фоне перегрева и риска для здоровья, а также отменили ряд массовых мероприятий. Однако в Париже жители массово вышли к берегам Сены, пытаясь спастись от жары и игнорируя запреты. Несмотря на официальные меры, на набережных люди продолжали пить охлажденные напитки и розовое вино, называя ограничения чрезмерными. Лично я просто не понимаю, почему этот запрет ввели в конце недели, в течение которой люди работали в ресторанах и на стройках, и никто не говорил им прекращать работу. Мне еще повезло. Я работала в офисе с кондиционером, но даже так было тяжело возвращаться домой и спать в квартире, которая буквально пропускает жару. Поэтому я считаю, что единственный момент радости в конце недели, когда температура немного снизилась и появился ветерок. Действительно ввели этот масштабный запрет. Он довольно жесткий. Как вы сказали, после нескольких дней, которые мы провели запертыми в офисах или дома, людям действительно хочется выйти на улицу и немного подышать свежим воздухом. И надо признать, небольшой бокал алкоголя – отличный способ это сделать. Надо признать, что это место как будто специально создано для этого. В Италии из-за аномальной жары резко обмелела крупнейшая река страны По, из-за чего она перестала сдерживать воды Адриатического моря. Морская вода проникла на 18 километров вглубь русла, засолив пресную воду для орошения и поставив под угрозу урожай сои, риса и подсолнечника. Здесь, на побережье, вы не увидите песчаных отмелей или островков посреди реки, потому что все пространство, которое не заполнено пресной водой, заполняется соленой морской водой. Поэтому воды здесь всегда кажется много, как мы видим в этом рукаве реки. Но проблема в том, что вся экосистема уже изменилась и продолжает меняться. Среда пресноводной реки превращается в солоноводную. Поэтому это уже не только проблема сельского хозяйства, которая несет серьезный ущерб, но и серьезная экологическая проблема. Пока что этот год даже хуже, чем 2022, потому что обычно проблема проникновения соленой воды возникает в июле-августе. Сейчас только июнь, а мы уже столкнулись с ней. Это означает, что впереди еще весь сезон орошения сельскохозяйственных культур. Без этого основного ресурса мы не знаем, смогут ли растения завершить свой цикл и удастся ли собрать урожай. Той небольшой воды, которая у нас сейчас есть, хватит лишь на несколько дней, а потом все, больше ее просто не будет. Если воды нет, значит ее нет. Рекордная жара накрыла и Венгрию. В Будапеште температура приблизилась к плюс 40. Власти объявили красный уровень опасности, а жители и туристы спасаются от зноя у распылителей воды, фонтанов и в городских купальнях. Думаю, это естественное развитие событий в мире. Глобальное потепление, к нему придется приспосабливаться. Здесь, в Венгрии, стране без выхода к морю, возникает вопрос, как вообще планировать жизнь на 10-20 лет вперед? Придется думать о том, как строить жилье, как организовывать транспорт. Впрочем, это касается всего мира. Ведь вы можете сделать все возможное у себя. Но если другие этого не сделают, температура все равно будет расти, верно? Так что да, тепло приятно, это хорошо, но только в умеренных количествах. В Чехии объявили предупреждение об экстремальной жаре. Волна высоких температур, накрывшая Европу, достигла страны. В Праге коммунальные службы охлаждают улицы водой, а жителей призывают избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать питьевой режим. По данным метеослужб, аномальная жара в ближайшие дни будет смещаться на восток Европы.